Армейские парады существуют, пожалуй, столько же, сколько существуют на земле сами армии. Сам по себе парад – это не хорошо и не плохо. Все зависит от того, какой посыл он несет. Ведь, по сути, военный парад – это что-то вроде театрализованного представления. И как у всякого представления, у него может быть различная смысловая нагрузка, вплоть до интонации. Парад, кульминацией которого является проезд стратегического ракетного комплекса с ядерной боевой частью, не равен параду, у которого главный акцент на исторической униформе и знаменах. Сегодня поговорим о том, какой смысл был у Московского парада Победы 2023 года и был ли у него смысл вообще. Уже не все помнят, но идея ежегодно проводить парад Победы на Красной площади принадлежит администрации президента Бориса Ельцина. В советские годы парад на 9 мая на главной площади страны проходил лишь трижды – в 65-м, 85-м и 90-м годах. Был также парад Победы в 45-м, но он состоялся не 9 мая, а 24 июня. С 95-го же парады на Красной площади стали проходить каждый год. Ничего плохого в этом не было. У французов тоже есть ежегодный военный парад в день взятия Бастилии. У американцев на День независимости. Россия ничем не хуже. Тем более, что парады в честь годовщины Октябрьской революции, которые раньше проходили ежегодно в Советском Союзе, проводить в Новой России перестали за неактуальностью. Проблема парадов, организуемых в Москве на протяжении последних лет 15, описывается в первую очередь известной русской пословицей «Заставь дурака Богу молиться, так он себе весь лоб расшибет». При позднем Путине не парады проводятся для граждан России, а вся страна напряженно работает на парады. Расходы на военизированные представления превосходят все разумные рамки. Парады превратились в настоящие черные дыры и бесконечно пожирающие бюджетные деньги. Однодневный церемониал стал более приоритетным, чем ежедневные жизненные нужды миллионов людей. В конце весны репетиции парадов буквально парализуют весь центр Москвы. А перед этим паралич охватывает целые подразделения российской армии, назначенные пройти по брусчатке Красной площади. Еще за полгода до 9 мая они перестают заниматься чем-то, кроме тренировок по шагистике. Кто проходит с автоматом по Красной площади, тот ко Дню Победы уже наверняка забыл, с какой страны тот стреляет. Уж оно, правда, и неплохо. Тем не менее, парад Победы этого года оказался самым скромным и коротким по времени за многие годы. Но вовсе не от того, что политическая верхушка путинского государства вдруг поскромнела и обзавелась чувством меры. Просто даже ей как-то неловко гонять по Красной площади выставочные образцы танков Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв», в то время, когда на фронт едут музейные экспонаты, устаревшие еще до того, как Путин окончил начальную школу. Впрочем, без межконтинентальных баллистических ракет все-таки дело не обошлось. Они как бы намекают: есть еще порох в пороховницах и ядра в ядерных боеголовках. Но что же не в намеках, а прямым текстом сказал Путин? В самом начале своей речи Владимир Путин забыл, что он вообще-то Путин, а не Зеленский. По какой-то неведомой причине он прочитал целый абзац от лица украинского президента. Ну, серьезно, вот просто послушайте. Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность. Путин, видимо, запамятовал, что это он обещал показать Украине, что такое настоящая декоммунизация. И что защитой жителей Донбасса в Бахмуте, Славянске, Краматорске, Часовом Яре, Константиновке сейчас занимаются в ВСУ. Далее, в ходе речи, Путин все-таки снова стал Путиным. Он вдруг стряхнул пыль с подзабытого понятия «глобалисты» и запустил любимую шарманку о том, что западные глобалистские элиты, дескать, уничтожают семейные традиционные ценности, которые делают человека человеком. При этом он демонстрирует некоторую грамматическую непоследовательность. После ряда консервативных высказываний Путин зачем-то начинает то тут, то там использовать в отношении себя местоимение «они». Похоже, они забыли, к чему привели безумные притязания нацистов на мировое господство. Их цель, и здесь нет ничего нового, добиться распада и уничтожения нашей страны, перечеркнуть итоги Второй мировой войны, окончательно сломать систему глобальной безопасности и международного права.
задушить любые суверенные центры развития. Непомерные амбиции, высокомерие и вседозволенность неизбежно оборачиваются трагедиями. Прошу прощения за не слишком серьезный тон. Но оратору на трибуне уж лучше было бы хранить молчание. Потому что все сказанное им так и хочется использовать против него. Или хотя бы посмеяться немножко. Есть такая профессия – родину опошлять. К чему бы ни притронулась путинская власть, культура, искусство, наука, историческая память – все превращается в профанацию. И на самом деле совсем не смешно, а очень горько от того, что День Победы не стал исключением. Скорее уж стал самым ярким примером. 9 мая очень важно для нашей страны, как ни посмотри. Нет в России семьи такой, где не был бы памятен свой герой. Благодарность фронтовикам и труженикам тыла – это светлое чувство, общее для всех россиян. Привилегированное положение России на международной арене также восходит к итогам Второй мировой войны. Постоянное членство России в Совете Безопасности ООН, право вето – это преференции, унаследованные от СССР. Постоянными членами с 1945 года являются ключевые участники антигитлеровской коалиции. А после 1991 года России был выдан особый кредит доверия, ведь из всех 15 бывших союзных республик привилегии Советского Союза унаследовала именно Россия. Нынешний глава государства, доморощенный декоммунизатор и денацификатор, взял этот колоссальный капитал и пустил на розжиг новой европейской войны. Человек, родившийся в 1952 году, отчего-то решил, что год 45-й дает ему право творить что угодно. Он, видите ли, наследник победителей. И солдаты, которых он отправляет в чужую страну, это наследники победителей. А их противники, бойцы ВСУ, не наследники победителей, что ли? Это что за логика такая? Что это все значит? Почему это так? Потому что потому. Просто удивительно, насколько всеобъемлюще деструктивна путинская политика. Она словно газ заполняет собой все пространство. Путинизм обесценивает человеческую жизнь. Путинизм приходит в украинские города, чтобы не оставить от них камня на камне. Он приходит в российские города, приносит тотальную нищету и разруху, губит семьи и забирает людей на войну. Он уничтожает архитектурное наследие, лезет в театры и музеи, чтобы вытравить из них жизнь. Путинизм загаживает реки и озера, истребляет леса и краснокнижных зверей. Он гадит в мозги и гадит в души. Для путинизма нет ничего святого. На вечном огне он может пожарить зефир или разжечь с его помощью пламя, в котором сгорят сотни тысяч живых людей. Вчера у нас должен был быть очень светлый праздник, но миллионам людей просто неудобно поздравлять друг друга с Днем Победы. Не праздник с сединою на висках, не радость со слезами на глазах, а ощущение неловкости, переходящее в чувство стыда, объединило вчера нас с вами. Что тут скажешь? Это здоровая реакция на происходящее. Если вчера вы испытывали моральный дискомфорт, значит, вы нормальный человек. Значит, у вас есть совесть. Это качество очень ценно сейчас и пригодится нам в скором будущем, чтобы нормализовать все сферы жизни в нашей стране и в том числе вернуть нам наш светлый праздник. До завтра.